Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В этом видео я расскажу об одной очень хорошей подкормке, которая позволяет постоянно нам быть с огурцами. Подкормка органическая, подкормка экологически чистая. Ну, обо всем по порядку. Всего 5 растений огурца полностью обеспечивают наши потребности в огурце. Смотрите, вот эти 5 растений. Вот вкратце по урожайности давайте посмотрим. Высаживали мы их ранней весной. Сейчас они вовсю плодоносят у нас. Вот пачками висят огурчики, как говорится. И выращиваем, главная особенность вот этих растений, мы их в пакетах. Это обычные пакеты, с которыми многие из нас ходят в магазин. Размер пакета, ну, буквально 20 сантиметров вверх, а в ширину, я не знаю сколько, сантиметров 25 в диаметре, да, 8 литров объем каждого пакета. 5 растений плодоносили, все с ними хорошо. И сейчас у нас уже подходит в развитии растения, которые были высажены просто в почву. Здесь была прямая высадка рассады в почву. Они только-только набирают силу. На начальном этапе они очень плохо себя чувствовали. Они болели. Корневая система подмерзла в холодной почве. Ну и, естественно, физиологические заболевания. Сейчас же уже тоже пошел урожай. Мы уже собираем с них огурцы. Ну, не скажу, что долго-долго, но достаточно длительное время. В чем особенность формировки? Вот буквально еще пару слов. Давайте до начала подкормки. Друзья, вот мы начали формировать, оставляя пасынки, и на пасынке по 2 растения, по 2 огурчика. Смотрите, 2 огурчика, значит должно быть 2 листика на этом пасынке. Вот так. Огурчик, лист, огурчик, лист. Если листы удалить, то огурчики будут наливаться долго и трудно. Вот то же самое. Следующий пасынок с 2 огурчиками, да? Вот то же самое, 2 листочка и так далее. Вот пара, то же самое. Такой способ формировки позволяет существенно увеличить урожайность. Центрально-стеблевой способ именно на этом гибриде не очень нам понравился. Здесь есть по центральному стеблю, да, но все равно мы уже начали оставлять здесь пасынки. Это что касается формировки растений. Скоро, кстати, будем верхушечки уже прищипывать. Друзья, по вопросу полива. По вопросу полива, значит, 1 раз в день я провожу полив. Литр выливаю в этот пакет. В каждый пакет по литру воды. Если есть возможность, есть время, растений немного, то я дважды в день делаю дробный полив по пол-литра. Прохожусь. Мне не трудно, в принципе. Я часто возле растений вожусь. Поэтому вот пол-литровая баночка у меня всегда. Чик-чик-чик, я полил, и растениям хорошо, кислород не выдавливается сразу большим объемом воды. И мне это сделать не трудно. Конечно же, растения благодарят нас за это своим урожаем. Ну, достаточно, я думаю, неплохо, да? Сейчас, кстати, будем проводить сбор. И давайте теперь перейдем непосредственно к проведению подкормки, которую мы осуществляем 1 раз в неделю. У меня наведен раствор куриного помета и пол-литровой баночки, вот чуть меньше даже половины пол-литровой баночки, я разбавляю в 10 литрах воды. Ну, желательно брать перчатку для проведения такой подкормки. Вот половинка пол-литровой баночки курника, замоченного на 10 литров воды, по 1 баночке под каждый куст. Друзья, еще раз напомню, злоупотреблять даже органическими подкормками не следует, поэтому мы проводим такие подкормки не чаще 1 раза в неделю. Но сами по себе подкормки без хороших условий содержания и выращивания растений ничего нам помочь ничем не смогут. Поэтому здесь только в комплексе хорошие условия выращивания и плюс правильно подобранное питание. Тогда результат будет весьма неплохим. Приготовить настой куриного помета несложно. Я уже показывал, вот кому интересно, можете посмотреть, перейти по ссылочке, как правильно приготовить курничек. Таким же способом примерно можно и коровячок тоже приготовить, друзья. Но такие подкормки содержат в себе немножко повышенное содержание азота. Вот для огурцов, для перца, для подкормки капусты. Именно такие подкормки то, что надо. Для томатов, которые уже по сути вступили в плодоношение. Друзья, вот если томат уже с такими плодами, если, как говорится, уже конечная фаза
выращивания томатов, то подкормки коровяком, курникам не подойдут. Почему? Да потому что азотная составляющая вот для этих томатов должна быть сведена к минимуму. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. На этом закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. Если это так, не забудьте поставить пальчик вверх. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.